Методика астральной проекции. Этап 1. Необходимо достичь полного расслабления тела. Можно выполнять любое удобное для практики время суток. Желательно за некоторое время перед практикой принять теплую ванну или выполнить прогрессирующее расслабление. Необходимо лечь на не сильно мягкую, но и не твердую поверхность. Кровать для этого мало подходит, так как в ней вы скорее всего заснете, а здесь важно не заснуть. Если места лучшего нет, то можно выполнять на кровати, но следует убрать подушку. Поверхность должна быть достаточно мягка, чтобы была возможность пролежать час или полтора. В принципе, не обязательно делать упражнения лежа. Возможно выполнять в полулежачем положении на кресле или на кровати с головой, находящейся в полувертикальном положении. Далее дышите медленно. Задержка между вдохом и выдохом должна быть в 2 раза короче, чем сам вдох или выдох. На вдохе мысленно представляете, что со всего тела собирается расслабление, собирается в области солнечного сплетения. На выдохе направляйте это расслабление на пальцы ног, по очереди на каждый палец по 3 раза. Затем переходите на ступню, также по 3 раза на часть тела. Затем на голень, далее бедро, затем переходите на другую ногу, далее в область живота, далее пальцы каждой руки, кисти, плечевая часть, далее трапеции и шея. Очень важно ни о чем не думать и быть полностью сосредоточенным на процессе расслабления. Этап считается достигнутым, когда вы перестанете чувствовать тело полностью. Для того, чтобы было понятнее, можно руки, например, положить на груди. Или как вариант засунуть руки в кармане штанов. Через некоторое время вы перестанете понимать, в каком положении находятся ваши руки. Значит, вы очень близки к полному расслаблению. Теперь достаточно убедиться, что полностью расслаблена шея и низ головы. Эти части тела обычно в жизни очень сильно напряжены, и мы этого даже не осознаем. После того, как вы не будете воспринимать тело вообще, можете прекращать практику. Попробуйте пошевелить рукой. Возможно, сразу это сделать не получится. Иногда уходит несколько секунд, прежде чем рука начнет слушаться. Выполняя это упражнение, с каждым разом вы станете расслабляться все быстрее и быстрее. Через некоторое время вам будет достаточно полежать несколько минут и подышать, чтобы полностью расслабить тело. Этап 2. Этот этап должен закончиться самим выходом. Перед практикой лучше поспать днем или вечером с 6 до 8 часов. В любом случае спать ложиться нужно не поздно. Нужно проснуться ночью так, чтобы до этого проспать 4-5 часов. Не надейтесь проснуться спонтанно и заведите будильник. Если вам тяжело встать от того, что очень сильно хотите спать, то заведите будильник на час вперед и попробуйте встать в это время. Встаньте и походите немного. Можете сходить в туалет или выпить немного воды. Дальше ляжьте в позу, которую отработали в первом этапе, и выполните полное расслабление физического тела. Помните, что выход в астрал – это одна из форм засыпания. Это промежуточное состояние между сном и бодрствованием, и нужно в это состояние попасть намеренно. Также вы должны понимать, что если вы не можете заснуть в это время, то и проекция в астрал у вас не получится. Направьте ваше сознание на пространство комнаты. Думайте о том, что вы окажетесь в комнате. После выполнения того, что описано выше, вы можете оказаться сразу в комнате, где находится физическое тело. Но это происходит не всегда. Вы также можете оказаться в месте, к которому у вас сильная привязка. Место, где вы выросли или жили длительное время. Спустя неопределенное время возможно временное отключение сознания. Точнее, это состояние можно назвать прострацией или пограничным состоянием. После того, как вы осознались, после этого отключения сразу попытайтесь подняться. Либо можете попробовать сначала поднять руку или голову. По ощущениям вы поймете, что вы подняли не физическое тело. Иногда лучше сначала пошевелить пальцем, затем попробовать поднять, пошевелить кисть. Вы поймете, что шевелите не физической кистью. Дальше постепенно вставайте полностью, вытягивая ту часть тела, что вышло. Этот процесс может быть нелегким или по каким-то причинам вытащить все тело не сможете.
Помните, что сразу оказаться в астрале можно только имея достаточно сильное астральное тело. Очень часто его приходится именно вытаскивать первые разы. Поэтому нужно помнить, что просто так лежать очень долго нет смысла. Вы сами должны отделить астральное тело от физического. За вас этого никто не сделает. Если появились вибрации, так же как и шум, свист, треск в ушах, хорошо, не нужно пугаться этого состояния. Это знак того, что произошла активация астрального тела. Попробуйте дыханием усилить их. Чем сильнее они будут, тем больше вероятность выхода. Если вибрации прошли в один момент, сразу вставайте. Вибрации могут быть, а могут не быть. Нет смысла их ждать. Если у вас получилось разделиться, то следует выполнить тест реальности. Подойдите к окну и попробуйте просунуть руку через стекло. Если рука проходит, значит проекция прошла успешно. Можете действовать дальше. Лучше первый выход поизучать окружение. Можете потрогать предметы в комнате, найти различия между реалом и астралом, попробовать взлететь. Если в комнате темно, то можете выпрыгнуть в окно и полетать. Но это можно делать только после того, как сделаете тест реальности. Во время выхода часто бывает, что зрения нет. В этом случае нужно поднять руки перед собой и пытаться увидеть их. Через некоторое время они проявятся. Помните, что не обязательно у вас получится с первого раза, но помните, что ваши усилия будут не напрасны. Удачи вам в вашей практике!